Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я выпекаю бисквит «Шоколадный бархат» с нежнейшим шоколадным вкусом, который полностью оправдывает свое название. Необыкновенно вкусный, насыщенный шоколадный бисквит и очень-очень нежный. Что же мне понадобится для этого? Самые простые продукты. Здесь у меня 5 яиц. Пеку я сразу 2 бисквита на одном противне. В инфобоксе будет, естественно, описание и на одну порцию, и на 2. Итак, 5 яиц, 120 грамм сливочного масла, 120 грамм маргарина, 480 грамм муки, 15 грамм разрыхлителя, 500 грамм сахара, 120 грамм какао, щепотка соли. Молока комнатной температуры просто не вошло в кадр, здесь чашечка с молоком. Итак, сначала я смешаю все мои сухие ингредиенты. Это будет мука, разрыхлитель и какао. Здесь у меня, еще раз повторяюсь, двойная порция. Вес яиц здесь 250 грамм. Вы также можете брать 4 яйца крупных отборной категории или категории L в Германии. Здесь же у меня 5 яиц по 50 грамм весом. Видите, я беру сито и просеиваю всю сухую массу. Это нужно сделать обязательно, чтобы не было комочков, потому что настолько он мелкопористый бисквит, и если будет потом белые вкрапления у вас в бисквите, это будет смотреться ужасно. Яйца я просто как бы размешиваю с солью сначала, просто чтобы вот размешать желтки, я бы так сказала. И все. И потом я всыпаю весь мой сахар. Ванильный сахар здесь я не использую, потому что очень насыщенный шоколадный вкус. Молоко я пока отставляю в сторону. Это двойная порция, еще раз повторяю. 120 грамм масла сливочного, я тоже, такое оно у меня не растопленное, но очень хорошо размягченное. И маргарина 120 грамм. Маргарин очень качественный у меня здесь. Маргарин всегда берите самый качественный для этого бисквита. Его можно выпечь также с подсолнечным маслом без запаха, но все равно с маргарином вкуснее получается. И можно также со сливочным маслом 240 грамм взять, но будет очень он рассыпаться, если будет столько много сливочного масла. И будет не бюджетно, а здесь мы сокращаем вдвое. И потом, когда я уже размешала с маслом и с маргарином эту смесь, я добавляю молоко. Здесь сильно взбивать ничего не нужно. Главное, чтобы разошлись все эти комочки от масла и от маргарина, и все. И на этом я уже завершаю все это замешивание. Теперь я буду вводить всю эту сухую смесь. Я ввожу всю ее полностью, ничего страшного с этим не произойдет. Я не вмешиваю какими-то там маленькими порциями, потому что результат будет абсолютно один и тот же. Знаю уже из многолетнего опыта. И просто на таких умеренных оборотах миксера я просто это все перемешаю. Взбивать это ни в коем случае не нужно. Просто смотрите, чтобы не разлеталась эта масса у вас. И все. И в принципе на этом все наше замешивание уже завершено. Видите, вот такая вот глянцевая масса, благодаря маслу и маргарину у нас получается. Итак, я заранее подготовила 2 моих формы, застелила фольгой по 20 сантиметров в диаметре моей формы. Это нужно сделать заранее, чтобы не стояла уже масса, смешанная с разрыхлителем. Вообще, до того, как мы начинаем замешивать бисквиты, это нужно сделать. Ставлю на температуру 160 градусов, вверх-вниз, без конвекции, на средний уровень. И выпекаться они у меня будут 50 минут. Если же вы будете делать на одну форму, на одну порцию, будет, конечно же, 35-40 минут выпекаться этот бисквит. Выпеклись мои бисквиты. Пеклись они у меня 50 минут. Проверяем, конечно же, готовность сухой шпажкой, чтобы шпажка деревянная выходила сухая и чистая. И сейчас я их, они очень горячие еще, вот в таком виде поставлю на решетке. Слегка они у меня остыли. И сейчас я их хочу уже горячими показать вам, как я их буду нарезать. Сначала здесь очень важно, потому что текстура нежнейшая у этого бисквита. Он отличается от шифонового бисквита вот этой своей нежностью. Не зря он называется шоколадный бархат. Сначала я буду освобождать именно бока.
Я беру тонкий, длинный, острый нож. Теперь я беру решетку, обязательно это нужно сделать. Переворачиваю вот так вот вместе с нижней доской на решетку. Убираю это все и убираю фольгу. Фольга буквально отваливается, потому что там много масла и маргарина в тесте. Видите, вот такой вот нежнейший бисквит, нигде не пригоревший. Очень-очень сочный, он абсолютно не требует пропитки. Теперь я делаю то же самое со вторым бисквитом, чтобы просто вам как бы закрепить. Ну, как я это делаю, в принципе. Сначала бока освобождаем, опять кладем сверху решетку, переворачиваем все это вместе и уже вот так вот переворачиваю и под самый конец освобождаю дно. Обязательно именно только таким способом нужно сделать, потому что бисквит очень нежный. Вот видите, еще горячий пар идет, и поэтому вот такой эффект. Все, вот такие идеальные бисквитики получаются. Сейчас я их буду разрезать кондитерской струной. Вы также можете их ниткой разрезать, также можете их ножом. Но я больше всего люблю именно кондитерской струной нарезать эти бисквиты. Вот такие бисквиты получаются. Сейчас они еще горячие, и я именно в горячем виде хочу их разрезать и показать вам, как легко они режутся даже горячими. Я опять переворачиваю их дном вниз. Видите, абсолютно не прилипли к решетке, то есть он не липкий абсолютно, этот бисквит. В принципе, шапочка немножко уже ушла. Она в пределах допустимого здесь, эта шапочка, она будет, но в пределах допустимого. На второе деление ставлю струну и начинаю нарезать. Нарезаются эти бисквиты действительно как по маслу. И вот смотрите, какая у него структура. Тонкопористая структура. В горячем виде его нарезаю. И нижний корж также смотрите. Видите, вот пар идет из него. Видно еще. На видео даже видно, как идет пар из коржа. Горячим нарезаю специально, чтобы показать вам в видео. То есть это такой бисквит, с которым сразу можно работать. Дать ему остыть, и сразу можно с ним собирать торт. Текстуру этого бисквита, если кто-то пробовал шифоновый бисквит на желтках печь, она еще более нежная, чем у того шифонового бисквита. Тот он покрепче, а этот он вообще вот нежнейший. Поэтому кому нужны именно в такие очень нежные шоколадные тортики, очень советую. Я еще буду собирать торты именно с этим бисквитом на канале. Буду показывать кремы к ним. Я также сникерс буду с ним делать без безе, именно с карамелью и с кремом на маскарпоне. Будет отдельное видео по такому торту. И все покажу, как он собирается. Видите, вот второй бисквит я разрезаю. Такая же мелкопористая структура. Я здесь специально выпекала именно сразу два бисквита, чтобы вы посмотрели, что не просто один так получается, а уже два получается одинаково. Ничего здесь бояться не нужно. Нужно просто уметь с ним обращаться и правильно выпечь и правильно замешивать это тесто. Ингредиенты я все дала. Можно сделать с содой, погашенной уксусом, но будет содовый привкус. Я это не люблю, все равно в шоколадных бисквитах. Вот такая вот структура у второго уже бисквита. И последнюю я уже срезаю шапочку. У меня будет тоже третий корж. С двух бисквитов у меня будет 6 коржей, как мне и нужно. Вы же можете, если вы будете выпекать форма 20 сантиметров, получится 3 коржа вот таких. Вы же можете также выпекать в форме 18 сантиметров, получится уже 4 коржа. Это если на одну порцию, я имею в виду. Видите, все коржи имеют одинаковую структуру. Теперь я вот показываю, уже я их разложила, эти коржи. Коржи к очень нежным шоколадным тортам эти подходят. Пропитки они не требуют, эти коржи. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших-больших успехов и до встречи в новых видео.
Вот такие 6 коржей у меня получились. Смотрите, какие они все идеально ровные. Готовые уже к сборке торта. В пищевой пленке убираю в холодильник.